Всем привет! Вы на канале «Журналисты в Испании» Андрея Панюшкина. Немножко занят другими делами. И тут я сегодня прочитал новость о том, что бывшего начальника Пожнадзора Симоненко, бывшего в Рио МЧС по Краснодарскому краю, обобрали как липку. Там длинная всякая коррупционная история тянется с этим Симоненко. Я вспомнил о том, что я же лично с ним знаком. И тут на меня нахлынули воспоминания, и я просто посчитал необходимым поделиться тем, как я делал, той информацией, как я делал проект в МЧСе Краснодарского края аж в 2003 году, вот, я вспомнил, в 2003 году, больше 20 лет назад. Ужас. Давно это было. Так вот, как сейчас помню, это один из таких самых интересных проектов, которые я делал. Ну, первое. Проект заключался в том, что МЧС нужно было в 2003 году объединить свои подразделения волоконно-оптической линии связи. Потому что в 2003 году они использовали только медные линии связи, устаревшие, даже уже на тот момент. Также нужно было поставить оконечное оборудование, маршрутизаторы, всякие роутеры, сервера, поставить программное обеспечение на эти сервера и провести обучение сотрудников. Как пользоваться этим всем оборудованием, как его администрировать в будущем. Значит, я на тот момент работал в компании IT, а сейчас вам нужно подписаться на меня, поставить лайк и написать комментарий, о чем еще вы хотите узнать. Потому что на самом деле ваши комментарии, они очень хорошо помогают мне понимать, что вам интересно, что не интересно. И тут же можете мне написать в комментарии, какой еще опыт, с какой организацией вам интересен. Потому что я много работал в сфере IT как поставщик. Но я и был телеком-оператором. У меня огромная куча историй из жизни телеком-оператора, как я все там разруливал. Это ужасный бизнес на самом деле. Волосы последние выпадают, насколько тяжело быть телеком-оператором. А вам казалось, что это легко, а на самом деле нет, ребята. Это на самом деле сложный, такой достаточно нервный бизнес. Сколько лет у меня он был, этот бизнес, столько лет я не мог нормально отдохнуть. Потому что каждую неделю, каждый день какая-то попа, но происходит, скажем так. Так вот, возвращаясь к МЧСу. Был конкурс, и удалось отыграть этот конкурс, потому что предложили самые оптимальные условия по соотношению цена-качество на все на весь комплекс работ. Компания IT работы самостоятельно не выполняла. Надо было найти субподрядчиков, то есть привести материалы, оборудование, программное обеспечение. Компания IT могла, а вот работы выполнить, гнать бригаду из Москвы дорого. Надо было найти субподрядчика. Как шла поставка, я вам могу только объяснить следующее. Представьте себе, подразделение МЧС находится в разных районах Краснодара, в том числе в здании администрации на Красной 35. Вот представьте себе ситуацию. Суббота, вечер. Тебе звонят из Москвы и говорят, там приехала фура разгружать катушку с оптикой и всякое железо, которое нужно для того, чтобы выполнить контракт. Куда она приехала? Московские коллеги прислали эту фуру по адресу администрации Краснодара. В субботу вечером на Красную 35.
Я тогда уже начал сидеть, наверное, потому что мне нужно было в субботу вечером найти кого-то, кто, во-первых, разрешит заехать огромному длинномеру во двор администрации. Во-вторых, мне нужно там найти кого-то, кто разгрузит тяжеленную двухтонную катушку с оптикой и всякие сервера и коробки с программным обеспечением. Честно говоря, мне просто повезло в том, что это МЧС. И эти ребята готовы ко всему 7/24. Поэтому вы не поверите. Открыли дверь, ворота, заехала фура, разгрузили оптику, все затащили в подвал. Если бы это был не МЧС, это было бы нереально. Вот. Нашли там у них, чем поднять катушку с оптикой, как ее положить. Хорошо, что это задний двор администрации, не украдут. Дальше. Субподрядчик. Нашли компанию субподрядчика. И эта компания нашла каких-то монтажников, которые очень безответственно относились к работе. В частности, надо было прокладывать кабель-каналы за подвесным потолком. Вариант был такой, что разобрать часть подвесного потолка, засовывать туда кабельный лоток и, в общем, все таким образом делать. Но вместо этого подрядчик решил, что один из его сотрудников слишком худой, весит мало, он залез за подвесной потолок, там было расстояние около 70 сантиметров. Это в здании МЧС на Мира. Старые какие-то здания, еще царской постройки. Так вот, этот подрядчик залез за подвесной потолок. И со слов МЧС, которые мне потом рассказывали, в середине рабочего дня неожиданно что-то зашевелилось за подвесным потолком. Несколько плиток упали на пол, и оттуда потом упал подрядчик. То есть монтажник, который лазил там за подвесным потолком в работающем помещении МЧС, там, где сидят, отвечают на звонки в пожарную охрану. Представляете? Разломал часть потолка, испугал сотрудников, слава богу, ни на кого на голову не упал. Вот. Еще была ситуация, значит, нужно было затягивать эту оптику. Оптика, ее протягивали по кабельной канализации от Мира до Красной, Мира не помню сколько, 49, кажется, Мира и Седина до Красной 35. Нужно было протягивать оптику. И, соответственно, тянули ее по кабельной канализации. Кабель, он грязный становится, когда его по кабельной канализации тянут. И когда затянули кабель, меня чуть там не порвали на британских флаг. Значит, вот этот грязнючий кабель затянули в здание администрации, в подвал, там, где какой-то командный пункт МЧС находится, там, где это все оборудование должно было быть размещено. И не подумав головой, сотрудники подрядной организации засадили со всей дури этот кабель из колодца уличного, грязный конец кабеля влетел в комнату, и по всем стенам, когда они его просовывали, по всем стенам он оставил следы. Еще мне сказали в МЧС, что я должен теперь эту комнату покрасить. Да, ребята, я красил комнату лично, потому что по всем стенам остались грязные следы от болтающегося конца кабеля. Но это не самое страшное. Самое страшное то, что поставщики из Москвы, мои коллеги, не рассчитали глубину шкафа. То есть шкаф один приехал, по глубине, допустим, он, условно говоря, 50 сантиметров. А оборудование, которое в него вставляют, сервера,
они глубже. Представляете ситуацию? Хуже того, сервера, то есть привезли сервера, они в коробках лежали, смонтировали этот шкаф на стену в МЧСе, завели в этот шкаф оптический кабель и разварили его, то есть подключили, по-русски говоря, этот кабель к оптической полке. Все готово, физическая оптика есть. Дальше запускайте оборудование и все работает. Но оказалось, что роутер компании Cisco, который пришел, и сервер, по-моему, там IBM-овский сервер был, или Hewlett Packard, они по глубине не помещаются в этот шкаф. Понимаете, физически не помещаются. Что делать? Оптика уже расключена, уже все. Ну, то есть нельзя этот шкаф поменять на другой. Почему-то, я не помню, почему мы не могли поменять, не сломав то, что уже сделано. То ли сроки поджимали, то ли еще что-то. И тут я понимаю, как мне повезло. Задняя стенка, шкаф оказался висит на гипсокартонной стенке. Представьте себе, я молодой, 30-летний, даже чуть меньше. Айтишник, приезжаю, стучу по стенке, это гипсокартон. Я просверлил аккуратненько дырочку, заглянул, а там еще 50 сантиметров до бетонной стены. Места полно. Зачем так сделали, не знаю. И тогда я сделал следующий финт ушами. Взял аккуратненько ножовку, выпилил заднюю стенку, снял шкаф, убрал заднюю стенку металлическую и выпилил в гипсокартоне отверстие. Так, чтобы сервер, который мы вставляем, чтобы он проходил насквозь через шкаф и заходил немножечко в это отверстие в гипсокартонной стенке. И то же самое сделал с роутером. И получилось так, что задняя стенка отсутствует, а сервера как бы вот своими пазами заходят в это отверстие, ничего не видно. Но когда не все же в МЧС слепые. И айтишники МЧС говорят, а зачем ты так делаешь? Но я же не могу им сказать, что конец года, мы не успеем привезти новый шкаф, мы не успеем заново разварить оптику. То есть все 5-10, я говорю, это для лучшей вентиляции, чтобы в шкафу была своя микроатмосфера. Прокатила отмазка. Но самое страшное, что можно представить, это не фактическое исполнение работ, а то, что потом это все сдавать в целую какую-то централизованную бухгалтерию. Я помню, что я почти месяц параллельно с приемом работы субподрядчика бегал, сдавал все эти работы в декабре. Но работу мы выполнили хорошо. Как сейчас помню, я потом, по прошествии нескольких лет, подсказывал сотрудникам МЧС, как увеличить скорость передачи данных на этой оптике. То есть, насколько я знаю, я боюсь ошибиться, но мне кажется, что этот оптический кабель до сих пор может работать в МЧСе, который я построил. И мне на самом деле не просто не стыдно, я горжусь тем, как я выполнил этот проект. Я его делал в течение года, преодолел кучу всяких таких вот непредвиденных факапов со стороны подрядчиков, со стороны коллег из Москвы, которые присылают, не подумав, оборудование какое-то. Прислали вот такое, оно несовместимо друг с другом. Я выкрутился из всех этих ситуаций, все это сделал, даже получил благодарственное письмо где-то у меня валялось, если не сгорело. Было письмо от МЧС о том, что они меня благодарят за исполнение работ. Вот.
могу гордиться этим проектом. Настолько я вот тогда проявил сноровку, как вот обходить все вот эти нестыковки. Такие всегда бывают. Нет ни одного проекта, вот сколько я вспомню, никогда не бывает такого, чтобы ты там все рассчитал до винтика, до болтика. Поэтому надо быть готовым всегда, что что-то, ну, пойдет не так. Но зато теперь у меня вот такая вот в копилке есть история, как мы это все делали много месяцев подряд, все эти бюрократические согласования. Получил хорошую школу. Все, подписывайтесь на меня, ставьте мне лайки. Напомню вам, что у меня есть Buy Me Coffee. Сегодня я случайно узнал, что Buy Me Coffee не работает из России, поэтому вы можете перейти на сайт Патреона или Бусти. Эти площадки работают и из России в том числе. На YouTube можете меня смотреть. И если вы используете VPN, можете зайти на Buy Me Coffee через VPN и почитать мои новые расследования. Все, всем пока.